День добрый! Приветствую вас на канале Compass Kitchen. И сегодня вы узнаете, как сэкономить свое время в течение рабочей недели на приготовление еды. Конечно же, вам понадобится пару часов потратить на кухню в выходной, но поверьте, это того стоит. Что мы готовим с вами на неделю вперед, либо на пару дней, все зависит от объема, который вы приготовите. Это овощи, запеченные в духовке на противне. Это бурый рис, цельнозерновая овсянка, 2 вида хумуса, аджика из томатов и у меня будут овсяные криспы. Точнее, какие овощи мы берем? Естественно, мы берем те овощи, на которые сегодня сезон. Это цукини, сейчас сезон. Это цукини, это баклажан, у меня это брокколи. И фиолетовый либо красный лук я добавляю всегда. Мне нравится его фактура, нравится вкус, нравится цвет. Все это я складываю в одну миску, добавляю свои любимые специи. Это перец, немножко соли, сушеный чеснок. Это из трав у меня обычно орегано, базилик, розмарин иногда добавляю. Но сегодня это у нас орегано и будет у нас базилик. Все это мы хорошенько сдабриваем оливковым маслом, тщательно перемешиваем и оставляем на некоторое время, чтобы масло впитало, чтобы масло, точнее, помогло впитаться специям в продукт. Также мы сегодня готовим картошку. Это обычный картофель плюс sweet potato. Sweet potato я всегда добавляю кайенский перец, и у нас такая будет картошечка с огоньком, знаете ли. И добавляю молотый кумин, либо его еще называют зира-зира. Ударение ставится по-разному, и так правильно. Также все поливаем обильно маслом. Хорошенечко все перемешиваем. Я еще сегодня решила добавить синнамон, корицу и добавила турмерик, это куркума. Куркума очень полезная специя, и она считается природным антисептиком. Щепоточку соли. Добавили оливковое масло. Вот я еще и базилик решила сушеный добавить. И опять-таки хорошенько все перемешали. Почему-то у меня такое настроение, решила добавить розовый перец. Хотя я его больше люблю добавлять в горячий шоколад, либо в какие-то шоколадные десерты. И все наши овощи мы кладем на противень. Вот как я готовлю свеклу. Если помните, мы готовили бургеры из свеклы. У меня простой способ. Просто завернуть в фольгу. На плите у нас варится каша, на плите у нас варится бурый рис. В духовке у нас с вами овощи. И есть время приготовить хумус и аджику. Сейчас мы готовим аджику из томатов. Ее варить не надо. Изначально просто томаты я обдала кипятком, чтобы снять кожуру. Складываем все в чашу блендера, добавляем много чеснока, это у нас аджика. Добавляем многовато, знаете так, не бойтесь насыпать соли, потому что аджику мы не варим, она у нас остается сырой, и чтобы она не испортилась в холодильнике, естественно, лучше соли добавить побольше. И добавляем перец. Но я не знаю, как долго она у вас будет стоять, потому что она вкусная, ее можно есть с овощами, с мясом, с салатами, с кашами. Правда, она очень вкусная. На хлеб ее мазать, на хлебцы, все что угодно. Все это в чашке блендера мы быстро перемололи. По настроению добавили зелени. У меня это силантро, то есть кинза. В оригинальном рецепте зелени, по-моему, нет, но мне иногда нравится, я добавляю. Кстати, если вам интересен будет сам рецепт именно пропорции аджики, а она очень вкусная, пишите мне, пожалуйста, в комментарии, и я обязательно вам полностью все подробно распишу. Пробуем обязательно на вкус. чтобы было достаточно соли. Если вдруг будет много соли, добавьте еще один помидор.
Но вот у нас все отлично получилось, поэтому смотрим, что у нас на столе. Овощи, чеснок. Мы его едим каждый день, поэтому я его заранее начищаю. Браун рис, цельнозерновая овсянка, хумус из свеклы, хумус из нута и аджика и криспы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, а в следующем видео мы узнаем, как готовить молоко кешью и вкуснейшие пудинги. До новых встреч!